Всем привет, меня зовут Юлия Гендина, вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. Сегодня вновь хочу обратиться к многоцветной пряже и показать вам еще один эксперимент, который я провела с одной из таких марок. Итак, давайте посмотрим поближе. Вот такая вот красивая пряжа. Специально акцентирую внимание на том, что она, смотрите, какая красивая, какие тут переходы, сколько тут разных цветов, как хочется ее мять. Все время говорю, что такая многоцветная пряжа, она, конечно, коварна именно своей вот этой притягательностью. Когда мы видим такой моток на полке, немедленно хочется его взять, даже если мы не знаем, что мы будем с ним делать. Я попадаюсь на такие крючки регулярно, думаю, что и вы тоже. Итак, что это за пряжа? Я сохранила этикетку. Давайте посмотрим. Пряжа Yarn Art. Называется Ambience. Я не знаю, то ли это серия, то ли это именно этот цвет. Не могу вам сказать. Значит, посмотрим на ее... Ну вот, если кому-то важно, да? Цвет 157. 250 метров в 100 граммах, 20% шерсть, 80% акрил. Я такую пряжу беру обычно для экспериментов, для мозаичного вязания или для жаккарда, поэтому мне состав не так важен, мне важно, как лягут цвета. Итак, давайте теперь поговорим про суть эксперимента. Я брала ее для мозаики, поэтому мне нужен был обязательно однотонный компаньон. В данном случае я пошла на риск. Как обычно мы с вами подбираем однотонный компаньон. Всегда вам объясняю, что сделать это как бы с одной стороны просто. Мы смотрим на все цвета, которые есть в нашей пряже, и подбираем тот, которого здесь нет. Ну, давайте внимательно посмотрим, какие здесь есть цвета. Мне кажется, вообще здесь есть все цвета. Зачем я ее взяла, я не знаю. И фиолетовый, и несколько оттенков красного, и несколько оттенков охры, и даже какие-то зеленоватые, и даже синеватые, и, в общем, все-все-все. Вместе с продавцом в магазине мы смотрели на однотонную линейку, и выхода, кроме как взять очень светлый цвет, у меня не было. Вы знаете, что прям яркий белый цвет я не люблю, он сильно забирает на себя внимание, сильно ярким делает полотно, поэтому я взяла такой слегка молочный цвет. В линейке особого разнообразия не было, поэтому можно было выбрать либо ярко-белый, либо такой чуть приглушенный. Я бы при прочих равных взяла чуть помолочнее, но что было делать? Почему я говорю, что это рискованный эксперимент? Потому что вообще-то, если присмотреться, в этой пряже есть светлые оттенки. Ну, то есть здесь видно, не знаю, как на камере видно вам или нет, здесь видно, что это такой очень странный цвет, очень искусственный, такой слегка чуть зеленоватый, чуть-чуть. И я боялась, и здесь еще, смотрите, есть чуть желтоватый вот такой вот, и я боялась, что в сочетании с молочным нужного мне контраста в полотне не будет. Но тем он эксперимент, стараюсь и для вас, и для себя, чтобы потом иметь под рукой образец и иметь представление о том, что получится в таком сочетании. Ну, давайте смотреть, что получилось. Схему для того, чтобы вы видели, что должно было получиться, я вам вот здесь вот сейчас покажу, чтобы вы могли сопоставить. Итак, с одной стороны, вот так вот, когда издалека смотрится живенько так. Вообще я люблю вот это вот живенько так. Вы заметили, что живенько так говорят обычно, когда сомневаются, хорошо или плохо. И тогда говорят, ну, так, живенько, пестренько так вот еще говорят. Сразу скажу, что мне результат перестал нравиться где-то вот с этого момента. Как только я увидела, что пошел этот дивно, странно, даже не могу его описать, какой-то серо-зелено непонятный цвет. В чем опасность этой пряжи? В том, что в мотке она вся такая красивая, и сочетание вот это вот многоцветное вам очень нравится, но вы можете оказаться не готовыми к тому, что в какой-то момент пойдет очень странный оттенок. И вот я оказалась не готова вот к этому моменту. До него вот эта центральная часть получилась очень красивая, мне очень нравится. Почему? Потому что шли разного оттенка красные, да, то есть темно-бордовый, потом немножко в рыжину, потом вроде бы в охру, потом совсем в песочный, очень хорошо. Молочный оттеняет, все прекрасно, рисунок виден, контраста достаточно. Но как только пошли вот эти странные зеленоватые оттенки, стало уже намного хуже. Дальше хуже, опять же, потому что пошли сине-голубые.
Потом мы вернулись опять к красноватым оттенкам. Вот я закончила как раз на более-менее песочном, который опять же стал возвращаться уже к этому странному зеленоватому. Что еще меня здесь напрягло? Если вы посмотрите на схему, мне казалось, что будет очень красиво вот эти вот рыбьи кости. Так мне это виделось, вот здесь вот по периметру такие вот встречающиеся горизонтальные полоски. Посмотрите, что получилось. От ряда к ряду, то есть от кости к кости, эти ее части разного цвета. А иногда получилось, что одна, например, полоска одного цвета, а другая другого. И это абсолютно развалило рисунок, к сожалению. То есть вот эта часть, она вообще выпала из картинки. Это как раз тот случай, когда на схеме все должно было получиться хорошо. Посмотрите, да, вот на схеме просто два цвета, да, и видно вот эту часть, и она играет. Здесь она абсолютно не играет, она абсолютно куда-то упала, и вообще непонятно, зачем здесь вот эта вот часть. Было бы лучше, если бы я просто продолжила расширять вот эти вот квадратные элементы. Да, к сожалению, секционно окрашенная пряжа может так лечь, и мы это никак не проконтролируем. Что делать с этим образцом, я не знаю. Кстати, давайте, я вот недавно в предыдущем видео мы с вами разбирали, как ведет себя диагональная мозаика. Если ее сложить конвертом, как там удачный рисунок поворачивается. Здесь вообще-то вот этот рисунок, он сложен тоже из 4 квадратов, выложенных диагональной мозаикой. Давайте сложим этот образец тоже конвертом, посмотрим. Может быть, будет что-то интересное в рисунке. Ну, центральный элемент, который в квадрате у нас был ромбом, повернулся, стал квадратом. И теперь он в обрамлении таких вот немножко наклоненных, да, диагональных линий. Ну, нет, я не фанат. Ничего, по-моему, не улучшилось, а главное, что в цветовом, опять же, варианте это все очень выглядит пестро из-за того, что недостаточно длинные секции, и поэтому слишком быстро меняют цвет отдельные фрагменты узора, что мне, к сожалению, не нужно было здесь. Сразу могу сказать, что, конечно, это все субъективно, конечно, вам может понравиться на самом деле то, что получилось, но это не то, что я хотела. То есть это не та цель, которую я преследовала все-таки. То есть бывает пряжа и бывают рисунки мозаичные, которые действительно дружат друг с другом, и получается то, что надо. Иногда неожиданные всякие переходы, очень красивые, но бывает и вот так. Отдельно здесь еще, смотрите, про длину секции можно судить по вот этому последнему ряду. Если вы заметите, то у него две стороны примерно в одном оттенке, в этом странном, и две стороны в другом. Что тоже мне не очень нравится, все-таки, если бы была подлиннее секция, то это смотрелось бы более органично. И это надо сказать при том, что я вяжу из центра. Обычно такая пряжа в центровой мозаике все-таки имеет больше шансов на хороший результат, чем если бы я вязала ее по прямой. Если бы я вязала ее по прямой, эта полосатость была бы еще виднее, к сожалению. Ну что ж, тут теперь дело за вами. Пробовать такую пряжу, не пробовать такую пряжу. Напоминаю, это Ярнард. Вообще у Ярнарда есть довольно много, довольно широкая линейка вот таких вот градиентных пряж, и меланжевые есть пряжи. В общем, можно экспериментировать бесконечно, подбирать компаньона. Что бы я точно не решила сделать, это вязать из такого мотка, например, из центра и снаружи, потому что секций недостаточно, и очень быстро цвета пересекутся в мозаике, что приведет, к сожалению, к понижению контраста. Но в любом случае я за эксперименты. Я надеюсь, мой пример вам в чем-то был интересен и помог. Может быть, он сподвигнет вас на какие-то другие эксперименты. Пожалуйста, напомню, что в новой книге, которая будет называться «Вязаный дом», у меня есть большая глава про цвет, и там в том числе я разбираю как раз многоцветную разную пряжу и показываю другие свои эксперименты с этими нитками. В комментариях, как обычно, жду, что вы мне скажете. Понравилось вам такое сочетание, не понравилось? Как вы считаете, дело все-таки в рисунке, что, возможно, лишний вот этот вот элемент, если бы был рисунок попроще, то было бы и лучше. Или все-таки дело в коротких секциях, или вы бы так и оставили и прекрасно, и пестренько, и живенько, и хорошо. Может быть, вы бы подобрали другой компаньон. Я думала про черный, но я испугалась вот такого вот темно-фиолетового, честно говоря. Мне казалось бы, совсем это все упадет. Может быть, вы бы все-таки нашли какой-то другой вариант этого компаньона. В общем, буду рада вашим комментариям. И, как всегда, приятного вязания. Будьте здоровы. Пока-пока.